6 магов, 5 месяцев, 0 результатов. Ни одного предмета, ни одного доказательства работы, только обещания и пустой кошелек. Мужчина из Москвы потерял бизнес, потерял женщину, потерял 5 месяцев на тех, кто даже не потрудился отправить ему хоть что-то. А потом он нашел меня. И я скажу честно, эта история одна из самых сложных в моей практике, потому что он сделал ошибку, одну, которая чуть не уничтожила все. Но в конце свадьба, беременность и отношения, которых у них не было даже за те 6 лет. Как? Досмотри до конца, потому что эта ошибка ее совершают 90% людей. Я расскажу, что с ней делать. Привет! Если впервые на канале, коротко, я нейропсихолог, практикующий эзотерик, совмещаю эти два мира уже очень давно и изготавливаю авторские куклы Вуду, амулет, работаю с людьми дистанционно из разных стран и городов. И нет, я не из тех, кто обещает чудо за 3 дня. Чудес за 3 дня не бывает. Бывает работа долгая, иногда болезненная, но настоящая. Если тебе это близко, подпишись, нажми колокольчик. Здесь я рассказываю реальные истории без приукрашивания. А теперь к делу. Эта история длилась 8 месяцев. 8. И в ней есть момент, когда я реально думал, все, шансов нет. Какой момент? Дойдем. Запомни, я обещал рассказать. 6 магов и 0 результатов. Итак, мужчина, Москва, средний возраст, предприниматель, 6 лет с женщиной, любовь настоящая. Из тех, про которые говорят, мы нашли друг друга. Потом бизнес начал сыпаться, проблемы, долги, стресс. Он изменился не потому, что перестал любить, а потому, что не справлялся с тем давлением, которое на него навалилось. И она ушла. Не от нелюбви, а от бессилия. Она не видела прежнего человека, видела тень. И вот тут начинается та часть истории, которая меня бесит. Он начал искать помощь, нашел специалистов. В интернете 6 штук. 6. Первая ведьма из соцсетей взяла деньги, пропала. Второй потомственный маг. Обещал результат за неделю. Ничего, не прислал никакого предмета, никакого инструмента. Третий, четвертый, пятый, шестой. Одна и та же схема. Деньги, обещания, тишина. 5 месяцев. 5 месяцев он ходил по кругу, отдавал деньги людям, которые ничего не делали. И знаю, что самое страшное, не потерянные деньги, а потерянное время. Потому что время в таких ситуациях – это главная валюта. Чем ты дольше ждешь, тем дольше человек уходит. Эмоционально, энергетически, физически. И вот тебе первый урок из этого видео. Если специалист не присылает тебе ничего физического, никакого предмета, никакого инструмента и при этом берет деньги, беги. Настоящая практика всегда оставляет след, физически осязаемый, который ты можешь взять в руки. После 5 месяцев и 6 специалистов он наткнулся на мой канал. Смотрел несколько видео, почитал комментарии и написал мне. Знаешь, что меня зацепило в его первом сообщении? Он не написал «верни мне», он написал «я больше никому не верю, но я не могу остановиться, потому что без нее у меня нет смысла». Тяжелые слова, и я увидел в них 2 вещи одновременно. Первое – это настоящая любовь, это была действительно она глубокая, не зависимость, не привычка, а любовь. Вторая – опасность, когда человек говорит, без нее нет смысла, это красный флаг. Это значит, что он поставил весь свой мир на одного человека. И с этим нужно работать обязательно. Мы долго разговаривали, я задавал вопросы, много про него, про нее, про то, что происходило на самом деле. Не на поверхности, а внутри. Я принял решение работать. Работа над куклой заняла 3 недели. Я уже рассказывал в других видео, это процесс не быстрый. Каждая кукла — ручная работа, индивидуально, каждый элемент со смыслом. Но в этом случае я уделил особое внимание нескольким вещам. Первое. Его состояние. 5 месяцев мы тоже по псевдоспециалистам оставили след. Он был выжат энергетически и психологически. Поэтому кукла должна была работать не только на гармонизацию отношений, но и на восстановление его внутреннего ресурса. Второе. Временной разрыв. Они не общались уже давно, эмоциональная дистанция огромная, это усложняет работу. Третье.
Его бизнес, проблемы с бизнесом были причиной ухода. Пока он в яме, возвращение невозможно. Нужно было работать и с этим тоже. Кукла была готова, отправлена и доставлена. Я дал ему четкие инструкции. Каждый день полчаса берешь куклу и разговариваешь. Ни заклинания, ни формулы, разговор. Говоришь ей то, что не можешь сказать в лицо. Честно, спокойно, без отчаяния. И самое важное, не пытаться связаться с ней самому. Не звонить, не писать, не случайно встречаться. Это было условие, главное условие. Угадайте, что он сделал. Да, именно это. Первые 2 месяца он работал с куклой каждый день. По полчаса, как я и сказал. Видимых результатов 0. И вот тут стоп. Важная вещь. Я отслеживал ситуацию, просматривал, и я видел, что происходит. Процесс идет энергетически, все двигалось правильно, в нужном направлении. Но он этого не видел, так как и не мог. Он видел тишину. И после 5 месяцев обманов от предыдущих специалистов, представь, что у него в голове творилось. Опять ничего не работает, опять я попался, опять впустую. Страх, недоверие, паника. И вот на 3-м месяце он сорвался. Написал ей, позвонил, начал уговаривать. Вернись, я изменился, все будет по-другому. А я ему что говорил? Не делать этого категорически. И знаешь почему? Давай объясню. Когда ты работаешь с практикой гармонизации, ты создаешь поле тонкое, постепенное, как росток. Он растет медленно, но верно. В какой-то момент другой человек начинает чувствовать это поле. Неосознанно начинает думать о тебе, вспоминает, скучать. А теперь представь, росток только пробился, и тут ты врываешься к ней со звонками и уговорами. Что происходит? Ты наступаешь на росток и ломаешь его. Потому что уговоры – это давление. А давление вызывает одну реакцию – сопротивление. Всегда. Она закрылась, еще сильнее заблокировала его. Он позвонил мне в панике, все пропало, она заблокировала, ничего не работает. И вот тут момент правды. Я мог сказать, ты сам виноват, мог отказаться работать дальше и имел на это полное право, потому что я его об этом предупреждал. Но я не для этого занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я сказал ему, мы продолжим, но сейчас нужно сделать усиление. Дополнительную работу, и ты дашь мне слово, что ты не будешь контактировать с ней ни при каких обстоятельствах, пока я не скажу. А он согласился. Я провел дополнительную работу, усиление, не буду вдаваться в технические детали, это не для публичного формата. Скажу одно, мне нужно было не только восстановить то, что он сломал своим звонком, но и углубить работу. И параллельно я работал с ним как психолог. Потому что проблема не только в ней была, проблема была в нем. Он цеплялся, он отчаивался, он ставил свое счастье в зависимости от другого человека. И пока он это делает, ничего не сработает. Никакая кукла, никакой амулет, никакая практика. Он к этому просто не готов. Потому что, запомни это, практика усиливает то, что уже есть внутри. Есть внутри отчаяние и цепляние. Практика усилит отчаяние и цепляние. Если внутри спокойная сила и любовь, практика усилит это. И мы работали над тем, что внутри стало правильно. Еще 3 месяца после усиления он работал с куклой, молча, не звонил ей, не писал, не случайно гулял мимо ее дома. Он занялся собой, бизнесом, здоровьем, внутренним состоянием. И знаешь, что произошло? Она сама написала. Сама. Не он. Она. Привет, как ты? 2 слова, но после всего, что было, эти 2 слова значили все. Дальше было непросто, но уже по-другому. Она начала общаться сначала осторожно, потом теплее, потом встреч. И она увидела другого человека. Не того, от которого ушла, не тень, не отчаявшегося мужчину, который умоляет, но увидела спокойного, уверенного, того, в которого она когда-то влюбилась, но сильнее. Потому что через испытания человек либо ломается, либо становится крепче. Он стал крепче. Я ему в этом помог. Она вернулась не потому, что магия заставила, а потому что он изменился по-настоящему. На данный момент они вместе уже 4 месяца. Он сделал предложение, она сказала да, назначена дата свадьбы. И она, ко всему прочему, беременна. За 6 лет отношений ничего подобного не было.
после этого пути новая жизнь в буквальном смысле. А теперь самое важное, то, что я обещал в начале. Общая хронология. 5 месяцев он ходил по псевдоспециалистам впустую. 3 недели изготовления куклы. 2 месяца первый этап работы. Ошибка, его звонок, усиление. 3 месяца второй этап. Итого больше года. От момента ее ухода до возвращения. Это не сказка. Это не результат за 3 дня. Это реальная работа. Долгая, тяжелая, с ошибками, с откатами, с моментами, когда хочется все бросить. Но результат вот он. Свадьба, ожидание ребенка, счастье. Настоящее счастье. Помнишь, я говорил об ошибке, которую совершают 90% людей? Так вот она. Давление. Человек уходит, и ты начинаешь давить. Звонить, писать, умолять, объяснять, доказывать, обещать. Каждый такой звонок, каждое такое сообщение отталкивает еще дальше. Это как держать песок в кулаке. Чем сильнее сжимаешь, тем быстрее он высыпается. Парадокс. Чтобы вернуть человека, нужно перестать его возвращать. Нужно развернуться к себе, к своей силе, к своему намерению, к своей работе. И дать пространство, сделать свое. Но клиент из Москвы понял это не сразу, через ошибку, через боль, но понял. И когда он отпустил, не отказался от нее, отпустил контроль, все начало двигаться. А кукла это инструмент, мощный, проверенный, но это инструмент. Он работает, когда ты работаешь с ней. Каждый день, полчаса, спокойно, с любовью, без отчаяния. Намерение, терпение и доверие процессу. 3 кита, без любого из них ничего не работает. Давай подведу итог. 4 ключевых вывода. Первое. Выбирай специалиста внимательно. Если тебе ничего не присылают, не дают ничего физического, это красный флаг. Второе. Не дави, не звони, не пиши, не уговаривай. Каждый контакт из отчаяния отталкивает. Третье. Работа занимает время. Не дни, месяцы. И это нормально. Настоящие изменения не происходят за ночь. Четвертое. Начни с себя. Пока ты разбит, ни одна практика не поможет. Сначала восстанови себя, потом отношения. Если тебе откликнулась эта история, нажми лайк, это важно, это помогает каналу показывать такие видео тем, кому они нужны. Подпишись, колокольчик, ты знаешь зачем. И напиши в комментариях, ты когда-нибудь совершал эту ошибку, давил на человека, который уходил. Что из этого вышло в итоге? Мне реально интересно. Обещаю, прочитаю каждый комментарий. Если тебе нужна помощь, разбор ситуации, консультация, изготовление куклы или амулета, ссылки в описании. Я не обещаю результат за 3 дня. Я обещаю честную работу. Ну а в следующем видео расскажу, как отличить настоящего практика от мошенника. 5 признаков конкретных, чтобы ты не потерял 5 месяцев, как мой клиент. Подпишись, чтобы не пропустить. До встречи.